Безлимитная мраморная говядина всего лишь за $20 в самом центре Сеула. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Здесь можно есть сколько хочешь. Мясо несут без остановки, гриль раскален, и единственное ограничение — это только твой желудок. Но давайте честно, либо это самая выгодная сделка в вашей жизни, либо тут есть где-то подвох. Я пришел максимально голодным, настроен серьезно, и сегодня мы выясним, насколько качественное мясо в таком заведении, что помимо говядины я еще могу попробовать, и самое главное — стоит ли это своих денег. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, вы на канале Foodcore, устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. You a PYT, dangerous, the way you call my EYE. Shorty bad, made me wanna hit the rewind. See you running back, I'm with you till I DIE. Baby, you could be my dirty Diana. You know I'm the only one that you really a fan of. Tell them other boys beat it. You are not alone, I'll be there long as you need it. So undefeated, you know I kiss but never tell. Oh, I just wanna take a chance. The way you move it. Друзья, мы находимся в заведении, которое называется Монг Вэлли. Это такое корейское барбекю на Мьондоне в самом центре Сеула. И что я вам хочу сказать, нам уже заставили весь стол всякими закусками, но здесь есть несколько сетов на выбор. Я имею в виду, вы платите определенную сумму и едите сколько хотите. Эти сеты делятся по стоимости 20, 23 доллара, 26 и 28. И они отличаются наполнением. В принципе, самый базовый, он идет там, вы можете есть свинину и говядину. Второй идет, там небольшие изменения, вам добавляется возможность, вы можете есть внутренности, а именно кишки, ливер. Третий сет, там уже можно сварить рамен и, собственно, по-моему, взять еще супчик. А четвертый сет, там еще идет холодная лапша, безлимитный рис плюс напитки. Это все интересно, и мы сегодня проверим, какой самый сет на самом деле выгодный. Друзья, посмотрите только на этот огромный стенд с мясом. И знаете что? Первое, что бросается в глаза, здесь действительно мраморная говядина и по виду очень хорошего качества. Давайте посмотрим, что здесь есть. А я вижу, что здесь есть топ-блейд, я вижу, что здесь есть рибай, друзья. А еще я вижу, что здесь есть разного рода часть, а именно реберное мясо, кальби, вы его знаете, но которое не маринованное. Но маринованное тоже есть, потому что здесь есть пульгоги, здесь есть кальби-саль, именно тоже ребрышки. Ну и, конечно же, здесь еще есть свинина. И нам выдали вот такую дощечку. Сюда вы накладываете, что вы будете есть из мяса. Но я хочу попробовать сегодня все. И начнем мы, конечно же, со всех видов говядины. И начнем мы с самой жирной части, а именно с рибая. Он здесь достаточно тонко нарезан. Он здесь, конечно, не получится как стейк, потому что, видите, он такой достаточно, ну, такой слайсик. Но, тем не менее, рибай очень вкусная часть говядины. И, кстати говоря, одна из самых дорогих. Нам еще подали сливочное масло. Имеется в виду, что мы будем его во время жарки добавлять, чтобы, так сказать, приблизить вкус к вкусу стейка. Я не уверен, что это хорошая идея и получится хорошо, но, тем не менее, почему бы нет? Раз дали, давайте попробуем. Главное во время жарки мяса не перевернуть слишком рано. Надо дождаться, когда получится корочка снизу. Но главное говядину в том числе и не передержать. Из закусок нам, конечно же, подали кимчи. Также у нас здесь есть белое кимчи. На самом деле, достаточно редко его можно встретить в корейском барбекю. Также у нас тут очень много чеснока и зеленого перца. И, конечно же, есть такой еще замечательный панчан из репчатого лука. Есть маринованная редька самму, в которую мы можем кусочки говядины и вообще любого мяса заворачивать. Но также есть еще и маринованные листья перилы. Здесь они называются кунжутными листьями, но, тем не менее, это листья перилы. И они, кстати говоря, тоже очень вкусные. Давайте для начала попробуем мясо без ничего. Просто немножко соли и само мясо. Знаете, это реально рибай. Он очень вкусный. Я обычно говядину ем именно в основном так. Просто соль, либо, не знаю, какую-нибудь еще специю. Здесь, кстати, они есть, сейчас мы будем проверять, какие они на вкус. И все, и просто вот такой вот вкус мне очень нравится. Но, когда вы едите с листьями салата, конечно же, это лучше для вашего пищеварения и, в принципе, для желудка. Я возьму для начала кеннип, это кунжутный лист, дословно переводится, но напоминаю, что это лист перилы. Положу еще чесночок, обязательно макну его в соус самджан. Ну и давайте пробовать. Вот такой вот минимальный наборчик, чтобы именно ощутить вкус мяса. Я привык, что рибай обычно более сочный. Но так как он тонко здесь нарезан, какой-то запредельной сочности все равно не получится. Еще в наш сет входят напитки. Написано soft drinks, но здесь есть и алкоголь. Жалко, алкоголь не входит в сет. Но тем не менее. И soft drinks, это имеется в виду безалкогольные напитки. Здесь пепси, а еще нам дали корейский спрайт. В общем, я буду спрайт, а ты, Марк, что будешь?
Я колу буду. Марк сказал, я буду колу, но я ему налью в итоге все равно пепси. Но не потому, что я такой вредный или его пытаюсь чем-то обделить. Не, потому что нам здесь не оставили выбора. Здесь есть только пепси, к сожалению, ребят. Если вы большой фанат колы, к сожалению, здесь только пепси. Также в наш максимальный сет еще входит холодная лапша нэнмён. Ее можно взять острую, либо не острую. Я взял острую. Холодная лапша, не все понимают это блюдо, потому что, особенно сейчас, в зимнее время, когда на улице холодно. Но я скажу так, эта лапша отличная закуска к именно корейскому барбекю, к любому виду мяса. Неважно, это свинина, либо это говядина. Это, знаете, такой лапшичный мизим. Когда вы едите в прикуску вместе с этой лапшой, как будто бы появляется ощущение, что вы можете съесть больше. Какое-то, знаете, появляется ощущение, что вам стало легче. Вот, потому что она кисленькая, немножко остренькая. И это прекрасное сочетание вместе с жареным мясом. И вообще я часто вижу, что корейцы обычно обжираются мясом до отвала. Они обычно не едят рис, когда едят корейское барбекю. Неважно, в какое мясо они пришли. Безлимитное, не безлимитное. Но в конце они всегда едят нэнмён. Потому что им, как я уже сказал, после этого становится легче. Очень вкусно. Очень классно вот этот красный соус. Прям вообще бомба. Но лучше с нее не начинать. Как я сказал, лучше и заканчивать. Экономим место. Если смотрели мой ролик, который я выпустил недавно про корейское барбекю дома, то обычно корейскому барбекю, конечно же, подают суп. И это твэнджанчиге. Это из такой, знаете, соевой пасты. Но я здесь попросил именно с морепродуктами. Смотрите, какая здесь большая креветочка. Давайте попробуем его и насколько он хорошо подойдет к нашему мясу. Морской привкус для этого супа отлично подходит. Давайте еще одну ложечку. Идеально все и по соли, и по вкусу, и по наполнению. Напротив стенда с мясом есть стенд с закусками. Здесь у нас рисоварка вместе с рисом, конечно же, и безлимитные панчаны. Здесь белое кимчи, обычное кимчи, маринованная редька, маринованная перила, чеснок, перец, соус и, конечно же, репчатый лук, который потом заливается здесь тоже специальным соусом. Здесь вы можете набрать себе соль, всякие посыпки, специи, дополнительные соусы. Можете взять сливочное масло, если хотите пожарить прям, знаете, что-то стейкообразное. Все это безлимитно. И знаете, обычно сюда приходят, чтобы поесть безлимитно мясо. Но вот недавно приезжал один мой друг, и знаете что? Он здесь ел больше именно безлимитно кимчи. И я даже не знаю, знаете, хочется сказать, просчитался, ну где? Но кимчи здесь действительно вкусное, и я его тоже с удовольствием ем здесь в большом количестве. И мы переходим ко второму виду мяса, и это мраморный топ-блейд. Если вы не знаете, топ-блейд это обычно вырезается из лопаточной части. На самом деле, топ-блейд здесь выглядит даже лучше, чем рибай, хотя обычно наоборот. Мне нравятся вот эти вот волокна, как их видно очень хорошо, и здесь достаточно много мраморности. Гриль здесь, кстати говоря, интересный, потому что он поджигается именно от газа, но внутри лежат угли. И вот этот газ, он снизу, получается, разжигает эти угли. Потом сверху кладется вот эта вот часть металлическая, на которой жарится. Чувствуется, что снизу жар такой, знаете, с дымком. На выбор нам дали несколько соусов, и в том числе специи. Здесь я вижу herbal salt, это, знаете, такой соль ароматизированная. Здесь добавлены всякие травы, перец и что-то еще. А рядом здесь стоит кунжутное масло, в которое тоже добавлена соль. Здесь у нас стейк соус. И вот этот вот порошочек оранжевый, это перетертые семена кумина, вы ее знаете как зира. Знаете, вот эту вот обычно приправу подают в китайских ресторанах. И это очень здорово, что здесь они тоже есть, потому что вот это очень вкусно. Еще один набор соусов и специй. Здесь у нас, я так понял, 1000 островов. Это у нас просто какой-то майонезно-сырный соус. Здесь у нас приправа карри. А это сырная приправа, но она такая, знаете, розового цвета, не знаю почему. Но все вот это тоже очень вкусно, но я не совсем уверен, что это хорошо подойдет к мясу. Сейчас будем тестировать. Настало время попробовать топ-блейд. Ой, пахнет вкусно. Видно, что кусочек сочный. И у меня есть подозрение, что он будет вкуснее, чем рибай. Давайте попробуем.
Рибай, конечно же, по ощущениям вкуснее. Ну, как ни странно, вот этот кусочек, он более сочный. Все-таки, знаете, вот эта вот мелкая мраморность, которая именно на этой части присутствует, она очень много дала этому мясу. Я имею в виду именно в качестве вкусовых ощущений. Самое время попробовать вот эти вот специи, именно сырные и карри. Давайте сначала попробуем карри. Потому что у меня есть ощущение, что карри не совсем такая, знаете, очевидная специя для того, чтобы есть именно жареное мясо. И, знаете, я был прав. Это абсолютно как-то странно, это очень странное сочетание. Я могу представить карри именно в виде соуса, либо в виде, знаете, подливы, но не как вот так просто макнуть мясо. Теперь давайте попробуем мясо окунуть немножко в сырную специю. Мне очень нравится цвет, это выглядит прикольно. Вы знаете, такой, получается, элемент развлечения. Но это тоже очень странно на вкус. Из этих специй только отлично подходит кумин и соль. Все остальное, ну, как бы просто как будто бы для развлечения. А этот соус у нас, это соус для стейков. И он должен быть просто идеален к этому мясу. Стейк-соус вне всяких похвал. Просто отличный соус. Идеальное сочетание. Ну а теперь время для 1000 островов. Знаете, вот этот соус, скорее всего, будет очень даже неплох, потому что он кисленький. Ну, в нем есть такая кислинка приятная. Давайте пробовать. Вы знаете, это действительно вкусно. Напоминаю, знаете, когда вы едите сэндвич, например, из Subway с говядиной, вот там есть, они добавляют такой соус, можно попросить, и там он в тему. Но все равно как-то, не знаю, все равно хочется вернуться к соли, либо к кумину, либо вон к тому соусу из стейка, либо просто макнуть его в кунжутное масло с солью. Вы знаете, я обратил внимание, что почти во всех, особенно модных заведениях, всегда есть что-нибудь сырное. Неважно, соус это, либо какая-то посыпка, либо какой-нибудь там, не знаю, сырный рамен я недавно видел, или какой-нибудь там, я не знаю, сырный снэк. То есть всегда есть что-нибудь сырное, которое намазано сыром, которое запеченное под сыром, и все в таком духе. И в том числе здесь, вот видите, есть сырный соус. Ну, я не уверен, что это подходит к мраморной говядине, но тем не менее, давайте попробуем. Но есть такое ощущение, что я просто макнул как будто бы в майонез со вкусом сыра. Не знаю, максимально это очень странно. Мне кажется, если бы они просто положили бы сюда майонез, это было бы вкуснее, чем именно сырный соус. Последние два соуса, это у нас самджан, а это у нас соевый соус. Здесь у нас еще добавлен уксус, конечно же, зелень и лучок, и, конечно же, чеснок. Давайте попробуем. А я еще уверен, кстати, здесь сюда еще добавили немножко сахарку для баланса. Я не особо люблю есть самджан вместе с мясом, в том плане, что потому что он все-таки больше предназначен для именно овощей. Но, тем не менее, иногда многие едят мясо, макают именно в самджан. Но вот этот соус, который я вот обозначил выше, я имею в виду соевый соус там, с чесночком и, конечно же, с уксусом, он вообще идеален к любому мясу. Неважно, говядина, свинина, даже курица отлично он подойдет. И у меня очень хорошее предчувствие. Главное, чтобы его приготовили здесь вкусно. Вообще беспроигрышный вариант. Мне кажется, да мне не кажется, я знаю, если даже пельмень сюда махнуть, пельмень будет тоже очень вкусно сочетаться с этим соусом. Настало время попробовать реберное мясо, именно кальби-саль. Обратите внимание, как оно здесь интересно нарезано. Именно вот на такие вот полоски. Причем видно, что здесь и жирок, и мяско. То есть, по идее, это, знаете, одна из самых нежнейших частей говядины. Давайте попробуем, как оно здесь получится у нас на гриле. Наше реберное мясо уже готово. И знаете, я уже вижу отсюда, что, наверное, это будет самая сочная часть говядины, которую я попробую в этом заведении. Но, как говорится, меньше говорим, больше едим. И я был прав. Это самая сочная часть говядины, которую я пробую сегодня. О, друзья, я уже чувствую, что я уже почти наелся, но мы еще не все попробовали, поэтому надо сменить тактику. А что значит больше налегать на зелень и на панчаны? Поэтому я сейчас буду заворачивать мясо таким вот образом. Кладу сначала на лист салата лист маринованной редьки, маринованные перилы, кусок мяса, маринованный лучок, чесночок вместе с соусом самджан. И, собственно, надеюсь, это сейчас меня взбодрит. Это не просто бодрит, это открывает второе дыхание. Друзья, настало время попробовать маринованное мясо, а именно и вот эти вот пульгоги. И, конечно же, мы еще возьмем маринованные кальби, ребрышки.
Давайте начнем сначала с пульгоги. Вы только посмотрите на эту маринованную красоту. Мне очень нравится. Давайте много брать не будем, но если будет вкусно, мы обязательно за ней вернемся. Пару вот таких вот ребрышек кальби. Смотрите, вот это вот ребра, а вот это вот все мясо. Вау. Хочу взять максимально жирненький и вкусненький кусок. О, вот это, мне кажется, будет идеален. Пойдемте пробовать. Я хочу попробовать еще вот эти вот замороженные слайсы. Но это, кстати говоря, свинина. Но, тем не менее, выглядит очень интересно. Я уверен, это очень вкусно. Вот эта вот свинина, которую мы взяли, которая, знаете, такая как стружка нарезанная, закругленная, это называется в Корее ТП самгепсаль, либо ТП огепсаль. Самгепсаль, огепсаль это одно и то же, только огепсаль это 5 слоев мяса, а самгепсаль это 3 слоя мяса. Почему это называется ТП? Потому что ТП с корейского переводится как рубанок. И если вы обратили внимание, вот эта стружка, она действительно выглядит, как будто бы прошли с рубанком по свинине, и получилась вот такая вот завернутый слайс мяса. Вы посмотрите на вот этот бекон. Знаете, в чем прелесть такой нарезки? Что это готовится максимально быстро. Вот буквально 2 минуты с одной, 2 минуты с другой, и все, и готово. И, кстати говоря, когда приходите в такое заведение и хочется, и вы очень голодный, и не хочется ждать, пока пожарятся толстые слои мяса, вы можете набрать вот таких вот этот ТП самгепсаль, накидать сюда и быстренько там в течение первых минут пожарить и уже начинать свою трапезу. Напоминаю, что это свинина, поэтому я обязательно добавлю сюда еще чесночок, который обязательно макну в самджан. И, конечно же, еще положу вот этот вот маринованный репчатый лук. Все это заверну и буду сейчас наслаждаться. Знаете, за что я люблю формат корейского барбекю? Именно когда вы заворачиваете в лист салата мясо и какой-нибудь панчан. Дело в том, что получается, знаете, такие несколько слоев вкуса. Первое, что вы чувствуете, когда кладете в рот, это непосредственно вкус зелени и мяса. Далее идет слой чесночка и вот этого вот соуса самджан. Ну и, конечно же, третий слой вкуса – это уже ваш панчан. И в зависимости от того, какой вы панчан положите, от этого будет зависеть именно финальный вкус. Ну и, соответственно, вот эта вся синергия, которая оказывалась во рту, она просто невероятная. Друзья, посмотрите, как это красиво выглядит. Вот этот вот слой карамелизированного соуса, в котором мариновалось мясо, оно на самом деле пахнет просто божественно. И я вижу, что вот именно вот эта вот часть, вот эти вот ребрышки, они сейчас будут максимально сочные. Идеально. Я очень люблю кальби. Я люблю как свежее кальби, так и маринованное. Будете в Корее, обязательно попробуйте кальби. Но если у вас не планируется в ближайшее время поездка, посмотрите мой ролик про корейское барбекю в домашних условиях. Там вы сможете приготовить такой же кальби, только у себя дома. Ну что, пульгоги готовы. Вообще, многие думают, что пульгоги это именно жареное мясо, но пульгоги это такое, знаете, полутушеное мясо. Ну что, самое время попробовать пульгоги. Попробовать, насколько хорошо они пропитались маринадом, насколько легендарное блюдо корейской кухни здесь качественное. Видно, что горячее. Я не так часто в местных ресторанах ел именно пульгоги, приготовленные, скажем так, на углях, да, с таким именно с дымным ароматом. Что-то, знаете, что-то новенькое. Но это достаточно вкусно. Блин, мне понравилось. Пульгоги прям офигенные. Вы посмотрите на это. Это целый стенд с раменоваркой и лапшой быстрого приготовления. Но здесь есть некая особенность. Я не расскажу чуть позже. А давайте пока приготовим наш раменчик. Не знаю ни одного человека, который равнодушен к лапше. И как же это вкусно, ребята, рамен.
Пища богов. Я сюда накидал еще остатки мяса, закинул грибочков и нарубил с помощью ножниц сюда острый перчик. Но он тут не сильно острый, но тем не менее. И знаете, все это вместе просто невероятно вкусно. Но скажу честно, я уже наелся и не совсем понимаю, куда сюда еще впихивать раменчик. Но скажу честно, иногда рамен очень хочется в конце трапезы. А иногда и в принципе рамен, не знаю, рамен в корейской кухне, это, знаете, никогда не будет лишним. Ну давайте, последний укус лапши. Но здесь есть один небольшой секрет. И заключается секрет в том, что когда вы приходите в подобное заведение, берете максимальный сет, где можно сварить рамен, не варите его сразу. Во-первых, потому что лапша разбухнет и потом со временем станет невкусной. А это со временем наступает на самом деле быстро, в течение там буквально 10 минут. А во-вторых, ну это лапша, друзья. Вы ее сейчас съедите, просто забьете желудок. А когда вы сюда приходите, в чем главная суть? В том, чтобы съесть как можно больше мяса. Причем желательно самого дорогого, самого мраморного, самого вкусного, самого красивого и так далее, далее по списку. У нас еще, кстати говоря, в сете есть бесплатный рис. Я могу набирать себе риса здесь сколько угодно. Я могу набирать все эти панчаны себе сколько угодно, помимо мяса. Здесь все это безлимитное. И в том числе напитков нам дали, вы видели, 2 большие 1,5-литровые бутылки. Но при этом вы, если заметили, по ходу этого ролика я ни разу себе не набрал риса, потому что это достаточно сытная еда. И мне хотелось, я бы просто физически не смог тогда попробовать каждый вид мяса. Это мы еще не трогали на самом деле свинину. Поэтому все эти истории, друзья, с рисом, с лапшой, раменом там и так далее, это все только в конце, когда почувствуете, что уже насытились мясом. То, что сейчас готовится на гриле, это говяжьи внутренности, а именно кишки. А именно копчан, тэчан, также еще вот макчан, которую мы оставили напоследок как самое вкусное. Ну и вроде как это нарезанное тонко слайсами сердце говяжье. Не знаю, как вы, но я обожаю вот эти вот кишки, потому что здесь в Корее их маринуют и подготавливают таким образом, что у них практически нет вот этого неприятного аромата. И это просто на самом деле деликатес. Если смотрели мой ролик про копчан, тэчан и макчан, обязательно посмотрите, оно называется, по-моему, любимое блюдо Мадон Сока. Это, кстати говоря, да, действительно одно из его любимых лакомств. Обязательно посмотрите, я уверен, вам будет интересно глянуть, как обычно подают такие блюда именно в ресторанах Южной Кореи. Вы посмотрите, сколько здесь жирка, и это на самом деле очень вкусно, друзья. То, что вы сейчас видите, смотрите, сколько жира выделяется. Но вот эта вот часть, несмотря на то, что она самая жирная, она на самом деле самая вкусная, потому что благодаря этому жиру она очень сочная и, на мой взгляд, наполнена просто вкусом. Первым у нас приготовилось сердечко. Я, кстати, не уверен, что это сердце, но вроде как это сердце. Давайте пробовать. Я специально кусаю, чтобы понять, насколько оно нежное. И да, это сердце. Чувствую вот этот вкус железа. Вы знаете, мне кажется, идеальное сочетание будет именно с кумином. Да, я был прав. Но это не самая вкусная часть вот этой всей истории с внутренностями. Ждем копчан и тэчан. Вы посмотрите на этот красиво зажаренный кусочек кишки. Пахнет очень вкусно. И, кстати говоря, когда готовятся вот эти вот внутренности, больше всего образуется дыма. Я думаю, очевидно почему, потому что очень много жира образуется. И это все капает на угли, и, естественно, происходит эта реакция. Давайте попробуем сначала копчан отдельно, а потом макнем его в соус. Нам принесли соус самджан для этих внутренностей. Но здесь необычный самджан, он такой немножко сладковатый. На мой вкус это даже лучше, чем говядина. Настолько это вкусно. И, кстати говоря, тэчан тоже готов. Давайте его сразу и попробуем. С одной стороны, кажется, что это галимый жир. И вы будете правы, но это очень вкусный галимый жир. И он сейчас максимально зажарен, максимально горячий. Вы, возможно, увидели, что оно немного как бы похудело, потому что во время жарки лишний жир вот этот весь, он вытопился. Остался только самая вкусная часть этого жира. И мне не терпится положить это в рот, друзья. Пища богов. Такое есть много не стоит, но это так вкусно. Наверное, здесь поэтому принесли не так уж много. Обожаю.
Это просто нереально, это что-то с чем-то. Копчан и этот особенный самджан. Я привык обычно в самджан, как я уже говорил, макать, допустим, зеленый перец, либо какие-нибудь овощи. Но, знаете, копчан это одно из тех блюд, вообще вот эти вот кишочки, одно из тех блюд, с которыми вот этот соус отлично сочетается. Я теперь понимаю, почему вот этот самджан сделали чуть слаще, потому что из-за того, что вот эти внутренности имеют достаточно свой сильный характерный вкус, вот эта сладость, она здесь просто не лишняя, она прекрасно дополняет и приводит все в баланс. В общем, это очень вкусно. Но я люблю все-таки копчан и тычан есть просто чуточку макнув соль. Не знаю, вы, наверное, обратили, да, внимание, что я вот, когда ем мясо, я люблю мясо именно за вкус мяса. Маринованное мясо тоже люблю. Но вот когда оно вот такое вкусное, ну грех его чем-то забивать другим. Поэтому ваше здоровье, друзья. Пока мы пробовали с вами копчан, тычан и, собственно, говяжье сердце, приготовился макчан. Это моя самая любимая часть вот этих вот говяжьих внутренностей. Чтобы вы понимали, если то были кишки, то это уже непосредственно стенка желудка. На мой взгляд, она самая вкусная. Она не такая сочная, как печан, но при этом более такая, знаете, жевабельная, более прикольная и на вкус более мясная, что ли. Давайте пробовать. Макчан по-прежнему моя любимая часть этих вот говяжьих внутренностей. Это просто беспроигрышный вариант. Я, знаете, иногда специально хожу в такие рестораны, где подают вот эти вот говяжьи внутренности, только для того, чтобы поесть именно макчан. Ни копчан, ни тычан, ничего, только именно макчан. Друзья, мы закончили трапезничать, как вы уже обратили внимание, настал вечер, и мы там были примерно 2 часа. И знаете, в чем главный подвох? В том, что вы можете безлимитно есть там сколько хотите мяса, закусок и так далее, ровно 2 часа. А после этого вас либо попросят продлить сет, либо вежливо попросят уйти. Второй главный вопрос, стоит ли это своих денег? Друзья, однозначно стоит. Но мой вам совет, не берите максимальный сет. Конечно, если вы хотите все попробовать, тогда да. Но если вы хотите именно поесть мясо, берите самый базовый сет за $20, потому что там есть все виды мяса, а именно говядина, свинина, плюс маринованная говядина, пульгоги, кальби и все вот эти вот бесконечные безлимитные закуски панчаны. А вот эти все кишки, суп, рамен, лапша, бесконечный рис, это все на самом деле не обязательно. Главное, что в базовом наборе есть все виды мяса. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Обязательно гляньте другие мои вкусные гастрономические влоги из Южной Кореи, а также видеорецепты. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!